Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодняшний видеоролик – это отчет, скажем так, о проделанной нами работе. То есть в нем будут участвовать те растения, которые ранее участвовали в наших видео. То есть от них отрезали верхушки, оставляли пеньки, наращивали из пеньков, выращивали из пеньков растения, обрезали корни. Ну, в общем, делали все возможные и невозможные действия. Многие растения, конечно, сейчас уже обрели своих новых хозяев, так как прошло достаточно много времени. Успешно растут, развиваются. Но те растения, которые остались у нас, сегодня будут вам представлены. Под каждым видео куча комментариев. А что произошло с этим растением дальше? А расскажите, как оно развивается? Ой, бедненькое, как его жалко, что ж вы натворили? На нашем форуме есть специальные темы. То есть выкладывается видеоролик, и под ним мы рассказываем об растении, что с ним происходило дальше, в каком оно состоянии. Прикладываются фотографии, свои личные впечатления описываются. И также под каждым видео на YouTube есть ссылка именно на тему, которая на форуме. Поэтому вы можете зайти, почитать, ознакомиться. И уже будете быть уверены, что с растением ничего страшного не произошло. Итак, начнем с Centurium Adius Romans. То есть растение омолаживалось. Вот эта верхушка. Она была срезана, на ней была листва, но не было корней. То есть было пару воздушных маленьких корешков. Растение было сразу посажено в грунт второго состава. В нем сейчас оно так и находится, не пересаживалось. Вот, нарастило корни. Здесь вот видно, какие здоровые, хорошие корешки. Нарастило корни, нарастило молодые листики. И зацвело. Это 4 цветка, которые выпустило растение после омолаживания. Вот это первый цветочек, это вот последний у нас. Вот. То есть это уже полноценное взрослое растение. Это у нас пенек от этого же растения Adius Romans. Пенек был извлечен из грунта, корни были у него полностью обрезаны, остался один маленький корешок, примерно, наверное, сантиметром длиной. За это время растение дало листики, нарастило, дало 2 детки, довольно-таки пышненькие, хорошенькие. Уже пенек был этот пересажен. Вернее, пенек превратился в труху, его выбросили, а вот эти две маленькие детки были посажены вот в этот горшочек. Как видите, разница между этими растениями. То есть это взрослое уже хорошее растение, а это растение еще до взрослого ему еще очень и очень далеко. Прошло 8 месяцев. Вот что у нас получилось за 8 месяцев с пенька. То есть с пенька растет довольно-таки медленно. Хочу сказать большое спасибо хозяйке этого растения за предоставленную нам возможность показать. И за то, что она не торопится у нас его забирать. А, кстати, правильно делает. Так что осень, а впереди зима. То есть сейчас это растение, что одно, что второе. Ну, это уже взрослое, поэтому мы особо не будем ему уделять внимания. Пеньком уделим. Вот это растение сейчас содержится, скажем так, в идеальных условиях. Хорошее освещение, высокая влажность воздуха, высокая температура, правильное питание. Вот. Оно растет, хорошо развивается. Посмотрите, ни одной желтизны на листьях, ни одного пятнышка. То есть все идеально, все хорошо. Как только мы это растение отдаем хозяйке, ну то есть меняем условия содержания, как бы она ни старалась создать именно такие условия, у нее навряд ли получится. Ну, и чем это чревато? Тем, что пойдут дефектные листья, появится желтизна на листьях, появятся пятнышки. Вот. Поэтому хозяйка решила так. Пусть они еще зиму перезимуют в идеальных условиях, а далее весной она их уже заберет. За это время растения уже более-менее окрепнут.
И, как она считает, и мы также считаем, уже быстрее адаптируется в новых условиях. Итак, первый наш Адиос романс. Как видите, жив-здоров, ничего с ним не произошло страшного, отлично растет и развивается. Следующие антуриумы – это сорт Кавали. Также пенек был обрезан от взрослого растения и посажен в грунт. Пенек уже, конечно, здесь отделили. Это первая детка, которую дал этот пенек. Здесь были еще совсем маленькие, почти без корней. Вот видите, детки. Вот они, как вы видите, отлично растут, развиваются. Где-то здесь еще вот одна. Это уже, наверное, детка этот дала. Это не от пенька, вот видите. Вот. Так что отлично растет, развивается. Но, как я уже сказала, проходит очень много времени, чтобы пенек превратился в более-менее хорошее растение. Это юта. Здесь у нас еще пенек остался. Видите, я здесь сейчас уберу грунт. Вот посмотрите. Вот он пенек. И он дал всего одну детку. Пока пенек еще не отделяли. Вот. Детка растет. Кстати, недавно участница нашей группы Telegram, Наталья, прислала фотографию растения, которое было отделено от вот этого огромного, может быть, вы еще помните, куста юты. Тоже растение было без корней. Там, по-моему, пару воздушных маленьких корешков было. И также оно было посажено в грунт второго состава. Вот сейчас это растение уже собирается цвести. Там такой маленький-маленький цветочек появился. А вот на форуме есть тема, где показано видео. И внизу под ним есть фотография и описание вот этого маленького цветочка, собирающегося зацвести. Вот, к сожалению, вот остальные у нас как-то вот не откликнулись. Девочки, которые приобрели этих деток от юты. Но уже один есть. Как видите, все равно это маленькие растения. Следующее растение – это ванила. Как вы помните, это тоже был большой взрослый куст, который имел 3 ствола. В результате стволики были обрезаны и отделены, корневая у них срезана. Вот все, что мы имеем. Пеньки сами были уже удалены, то есть растения просто посажены в грунт. И вот как успешно растет, развивается. Ну, ванила, он вообще, хочу сказать, очень такой благодарный сорт. Он, по-моему, совершенно неприхотлив. Растет хорошо, обильно цветет. Так что скоро здесь будет очень красивый и большой кустик. Но опять же, как скоро? Вы должны понимать, что пенек, ну это и есть пенек. А тем более, если от него еще и обрезали корни. Как вы видите, 8 месяцев. Вы видите растения. Этим еще меньше. Вот. Но они совсем маленькие. Вот до такого взрослого растения это расти и расти. Так что вот выращивая, обрезая и оставляя пенек, надо быть готовыми, что сразу прям вот много-много и большое-большое растение вы, конечно, не получите. На все надо время и, главное, очень хорошие условия содержания. Хочу показать вам еще антуриум Black Paris. Чуть-чуть предыстория. Отдала мне его подружка. Это было совсем маленькое растение, ну, сантиметров 10, наверное, в высоту, вот, со слабенькой корневой системой и несколькими листиками. Хоть и растение было не высокое, небольшое, не высокое, но уже было ясно видно, что оно пошло в ствол. Вот. Посадила я его в грунт второго состава. Как-то очень быстро оно нарастило корневую, начали расти листики. Но вот как оно тянулось в ствол, так оно и продолжало тянуться в ствол. То есть совсем маленькое растение, вот такой вот ствол и листья сверху. Ну, выглядело, конечно, не очень красиво. Решила провести эксперимент. Взяла обычную шпильку для волос. И так как стволик еще был совсем маленький, мягенький, тоненький, очень податливый такой, я его наклонила ближе к грунту и обычной шпилькой просто прикрепила. В результате
как вы видите, что получилось. В результате это дало то, что растение дало дало корни с воздушных корней, появилось несколько точек роста. Вот вы посмотрите, какое оно все прям пушистое. А вот шпилька, шпилька, шпилька. Она где-то здесь должна была остаться. Ага, вот она. Ну, я так думаю, что она уже ни к чему. Вот видите? Вот так вот она и была в этом грунте. Сейчас это какое пышное, громадное растение. Я даже не знаю. Вот как-то пыталась я посчитать, сколько их здесь. Ну, что-то у меня не получилось. Я сбилась со счета. Но вот хочу вам показать. Смотрите. Это вот получается верхушка от первоначального растения. Вот она. Вот видите? Она уже собирается цвести. Вот маленький цветочек. Вот, скажем так, это еще один способ, как можно вырастить из одного маленького неказистого растения вот такой пышный и громадный куст. Ну что в заключение хотелось бы сказать. Как говорится, что посадишь, то и получишь. То есть, если вы садите растения с листовой массой, но без корней, за 8 месяцев вполне возможно получить взрослое хорошее растение. Вот. Это пенек. За то же самое время, за 8 месяцев, пенек без корней. Получили вот такое маленькое растение. По сравнению с этим, две большие, конечно, разницы. Это тоже пеньки. То есть, хотела сказать, это... Поймите, что это не полноценные еще растения, поэтому вот отдавать, дарить, продавать растения вот в таком состоянии я бы, конечно, не стала. Им еще нужны условия, стабильные условия, хорошие условия. А любая смена этих условий может негативно отразиться на растении. То есть, как я уже сказала, и деформация листовых пластин, и вплоть до того, что растение просто может погибнуть. Поэтому вот вырастите из него более-менее красивое, хорошее растение, чтобы оно могло самостоятельно расти, развиваться. И тогда уже можно будет его как-то дарить кому-то или перепродавать. Поймите, это не делянка, это еще совсем маленькое растение, которое нуждается в стабильном уходе, во внимании и для продажи и передачи кому-то оно еще не подлежит. Ну и здесь тоже, как говорится, быстренько пошел кустик в рост. Это здесь, конечно, да, можно уже и отделить, можно уже и перепродать, отдать кому-то. Но, повторюсь, это было растение с листовой массой и с корнями. Вот, это уже, как говорится, вполне приличное растение. Пусть не взрослое, но подросток. Так, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Регистрируйтесь на нашем форуме, задавайте вопросы. Мы всегда с удовольствием вам ответим. Всего вам доброго.